Обычно спокойные воды Красного моря популярны для лайнеров и их пассажиров, ищущих экзотические места, но в последнее время они стали беспокойными из-за эскалации геополитической напряженности. Эти беспорядки, в первую очередь вызванные конфликтами с участием повстанцев-хуситов в Йемене. Красное море, которое соединяет Средиземное море с Индийским океаном через Суэцкий канал, в последнее время стало центром геополитической напряженности. Корень нынешних беспорядков лежит в эскалации конфликта с участием повстанцев-хуситов. В последние месяцы эти повстанцы при поддержке Ирана использовали вооруженные дроны и морские мины для нарушения морского судоходства, совершая нападения на нефтяные танкеры и грузовые суда, а также пытаясь угнать коммерческие суда. Эти события вызвали тревогу во всем мире, вызвав реакцию крупнейших мировых держав. Соединенные Штаты и их союзники увеличили свое военно-морское присутствие в регионе, осуществляя патрулирование и сопровождение коммерческих судов для обеспечения безопасного прохода. Несмотря на эти усилия, неопределенность и риск, связанные с регионом Красного моря, остаются высокими, что вынуждает многие круизные компании пересмотреть свою деятельность в этих местах. В ответ на эскалацию напряженности в регионе Красного моря крупные круизные компании были вынуждены внести существенные изменения в свои маршруты. MSC Cruises пришлось скорректировать свои планы в ответ на это. Например, лайнеру MSC Poesia изначально планировалось пройти через Суэцкий канал в рамках своего кругосветного путешествия. Однако теперь круизная компания изменила маршрут, чтобы обогнуть Африку и избежать неспокойного региона Красного моря. Это решение сохраняет количество направлений и обеспечивает пассажирам разнообразные и увлекательные впечатления. Маршрут круизного лайнера Silver Moon в Silver Sea также претерпел изменения. Первоначально планировалось, что круиз отправится из Акабы в Иордании в Маскат в Омане, но затем был преобразован в путешествие туда и обратно из Акабы. Последующий рейс из Маската в Дубай был отменен, и компания Silver Sea компенсирует пострадавшим пассажирам круизные кредиты и будущие круизные скидки. Поскольку ситуация на море продолжает развиваться, фокус теперь сместился на несколько других известных круизных компаний, чьи предстоящие маршруты включают транзит через Суэцкий канал. Эти компании – Azamara, Cunard, Holland America и P&O Cruises – встречаются с необходимостью принятия решения о том, сохранять ли свои регулярные маршруты или корректировать свои планы в ответ на продолжающуюся региональную напряженность. Компания P&O Cruises публично заявила, что находится в постоянном контакте с соответствующими органами и внимательно следит за ситуацией. Мы ежедневно следим за ситуацией и будем информировать гостей, если возникнут какие-либо изменения в маршруте. Безопасность, защищенность и благополучие гостей и экипажа являются нашим абсолютным приоритетом. Если мы решим изменить маршрут на основе нашей собственной оценки ситуации или на основе рекомендаций таких органов, как, например, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития, мы проинформируем гостей об измененном маршруте и любых других последствиях для круиза, если это необходимо, сказал представитель P&O Cruise Hive. Компания Fred Olsen Cruise Lines, у которой запланирован кругосветный круиз через Суэцкий канал в начале апреля, пока решила не менять свой маршрут. Она поддерживает регулярную связь с соответствующими органами для постоянной оценки рисков. В заявлении говорится, что будет реагировать на меняющиеся обстоятельства. В случае повышенного риска мы, конечно, реализуем наш запасной маршрут, сказал представитель. Точно так же компании Cunard и Holland America внимательно следят за развитием событий. В частности, компания Holland America заверила своих пассажиров, что они будут проинформированы о любых обновлениях при первой же возможности. Внезапные изменения маршрута заставили многих пассажиров суетиться, поднимая вопросы об их правах и доступных вариантах.
Правила в этих сценариях могут быть сложными и различаться в зависимости от компании, но есть некоторые общие рекомендации, которые пассажиры могут принять во внимание. Если пассажиры отменяют бронирование круиза, с них взимается обычная плата за отмену, предусмотренная политикой круизной компании. Однако ситуация меняется, если существуют официальные рекомендации против поездок в регион, например, выпущенные FCDO и Госдепартаментом США. В таких случаях обычно ожидается, что круизные компании предложат альтернативное плавание или полный возврат средств, обеспечивая защиту пассажиров, пострадавших от этих чрезвычайных обстоятельств. Например, для гостей отмененного круиза Silver Moon Silver Sea предложила на выбор полный возврат средств или возможность перебронировать на другой круиз в 2024 году. Политика становится менее понятной для пассажиров, чьи круизы изменены, например, для тех, кто сейчас совершает кругосветное путешествие по Африке, вместо того, чтобы проходить через Суэцкий канал. В этих случаях некоторые круизные компании не предоставили подробной информации о возмещении или компенсации. В свете этих изменений пассажирам рекомендуется быть в курсе последних рекомендаций для туристов и уточнять у своей круизной компании конкретные правила в отношении изменений маршрута, отмены и возврата средств.